Здравствуйте, это компания Viva Telecom, и мы сегодня познакомим вас с радиостанцией от компании Zaston. Называется модель UV008. Чем она привлекла наше внимание? Во-первых, мы с Zaston никогда не работали и хотим данного производителя добавить в таблицу производителей радиостанций, поэтому решили одну модель из их модельного ряда проверить, насколько она соответствует характеристикам, как сделано, ну то есть вот все наши стандартные процедуры. А во-вторых, сама эта модель интересна чем? Есть М7 модель, да, старая довольно-таки, это посвежее, и она может работать в цифре, в DMR, причем может работать в широком диапазоне частот, как на прием, так и на передачу, и позволяет вводить частоты вручную, прямо со станции. Таких станций пока не очень много, поэтому, возможно, для лаборатории она нам будет полезна, когда надо что-то быстро проверить из цифровой связи. Ну, посмотрим, как она сейчас себя покажет. Может быть, будем сами ее использовать в лаборатории. Мощность у нее заявленная до 10 Вт. По остальное все позже, тогда к измерениям, когда перейдем, все покажем. Все, начинаем тогда с комплектации. Комплект поставки. Прием-передатчик, аккумуляторная батарея литий-ионного типа, называется она VTB-UV208, 7,4 вольта напряжение выходной на клеммах и емкость 2500 мАч. Здесь вот была первая проверка данного производителя Zaston, и он нас не разочаровал. Емкость оказалась даже выше заявленной, 2643 мАч, что отлично. Далее идет вот такой зарядный стакан с таким большим индикатором, можно заряжать отдельно аккумулятор, можно станцию в сборе. Единственное, что тут плохо, на вход подается 12 вольт, это хорошо, соответственно, можно автомобильный адаптер сюда через прикуриватель подключить. Но плохо то, что ток всего лишь 500 мА потребляет, что на зарядке, что на адаптере вот этом с европейской вилкой. Соответственно, такая большая емкость аккумулятора будет заряжаться не менее 5 часов в зарядке. Идет темляк на руку и клипса на пояс и две антенны. Одна антенна укороченная, она двухдиапазонная, то есть 400, 470, 136, 174 МГц. И вот такая длинная, она без опознавательных знаков, чьего она производство, как она называется, какой диапазон частот, неизвестно. Но скорее всего это просто удлиненная антенна 40-сантиметровая, также в диапазоне 136 и 174, ну в смысле тире 174 и 400-480. Но это мы сейчас тоже все выясним. Ну и все, комплектация вот такая. Ну и кратенькая инструкция на английском языке. Вот такая. Так, далее к конструкции переходим. Батарея одевается вот таким образом, то есть заводится в полозья и защелкивается снизу. Станция включена была. Так, модель обладает цветным дисплеем. Давайте я сразу тогда ее включу, чтобы показать вам время загрузки. Вот такая черная подсветка. Полноразмерная клавиатура. Отображение изначально двух сразу каналов. Возможно, естественно, VFO режим, возможен режим канальный. Дальше сверху смотрите, что у нас есть. То есть разъем антенны SMA вилка, два индикатора работы на каждый из каналов. Далее сверху, плохо видно, да, антенна GPS вот здесь вот посередине, крепление темляка и регулятор громкости, он же включение станции. Здесь, что необычно у нас, ну, до сих пор еще необычно, есть аварийная кнопка, две кнопки передачи, сразу на верхний и на нижний канал, кому-то это полезно, допустим, для связи с группой и для связи там с командиром группы.
бывает удобно использовать сразу две кнопки передач. И также внизу еще две программируемые клавиши, на которых можно повесить свои какие-то функции. С клавиатурой какая проблема? Смотрите, она резиновая, но вот здесь нанесены символы именно для набора сообщений. Мне больше нравится, когда здесь вынесены какие-то функции, тем более, что станция многофункциональная, может работать еще и в цифре, поэтому желательно бы сюда вынести какие-то часто используемые функции, чем набор символов. Зачем это? Ну, то есть не так часто мы набираем какие-то сообщения с клавиатуры, больше пользуемся, например, там, выбором шумоподавителя, либо выбором каналов, либо опять же выбор аналогового канала, либо цифрового канала. Было бы это все удобно. Но как сделано, так сделано. Дальше смотрите справа, да, с правой стороны разъем у нас закрыт вот такой вот заглушкой с резиновым уплотнителем. Здесь у нас стандартный разъем для подключения аксессуаров, совместимый с радиостанциями Kenwood, и стоит разъем микро USB. Но проблема в том, что он используется только для передачи данных. Не используется он для заряда аккумулятора. Было бы отлично, во-первых, если бы он был Type-C все-таки, а не micro-USB устаревший. А во-вторых, если бы через него еще заряжался аккумулятор, это было бы здорово. И ток бы еще был не меньше 1 ампера, то тоже было бы замечательно. Но, увы, тоже только программирование. И причем стандартная программа работает вот через этот разъем аксессуарный, не через micro-USB. Все, смотрим тогда управление сейчас. Ну давайте я, кстати, взвешу, да, сколько станция весит, а то в кадре весы и они не используются. Так, со стандартной антенной Eclipse 346 грамм. Ну, станция достаточно массивная, но из-за литий-ионного аккумулятора не такая тяжелая. Похожа она по дизайну на Motorola DP4801 или 4800. Управление, когда сейчас перейдем, тоже поймете, что использовался Motorola для интерфейса. Так, давайте по управлению тогда смотреть, что станция умеет. Давайте начнем с кнопок, да. Это, я сказал, уже регулятор громкости, он же включение. Верхняя кнопка у нас переключает передачу. Вот похожие окошки, да, у Motorola, такие же у 4000 серии. Так, это две кнопки передачи. Верхнюю нажимаем, включается верхний канал на передачу, нижний, соответственно. Так, далее, это у нас сейчас активен аналоговый канал, поэтому, смотрите, здесь есть выбор уровня шумодава. Нижняя кнопка включает сканирование. Ну, давайте я маленько подожду, да, чтобы вы поняли, с какой скоростью станция сканирует. Ну, не очень бодро, конечно, некоторые гораздо быстрее работают, то есть вот таким образом. Смотрите, у нас станция открыта. Каким образом это делается, мы говорить не будем, то есть, пожалуйста, ищите тогда эту информацию самостоятельно. Работает у нас станция специально, чтобы проверить чувствительность, избирательность везде и выходную мощность. Работает она от 110 до 900 МГц. Но проблема в чем? В авиадиапазоне, естественно, амплитудная модуляция не выбирается, работает только частотная. Ну, сейчас мы пробежимся и по мощности, и по чувствительности, тогда в самых интересных диапазонах. На экране что у нас отображается? S-метр, потом мощность выходная отображается, два канала с частотами, далее режим VFO, либо канальный режим. Здесь вот синими иконками это тип канала отображается, M это миксовый канал, то есть сразу и цифру он может принимать и аналог. А это чисто аналоговый канал, DM это Direct Mode, то есть режим прямого канала без ретрансляции. Ну и вот буква
А это, соответственно, строка или активный канал, ну в смысле название канала, да, А и Б разделение, и L отображает выходную мощность передатчика. Так, теперь, ну и индикатор батареи есть. Кстати, меня человек спрашивал, как блокируется клавиатура. Так вот, похоже, никак. То есть вот эти вот все, как раньше на сотовых телефонах, меню звездочка, например, клавиатуру не блокирует. По длительному нажатию звездочки тоже блокировки не происходит. Похоже, вообще в этой станции блокировки клавиатуры нет. А что плохо, вот эти все клавиши, естественно, могут где-то в сумке у вас или в кармане срабатывать. Поэтому это сейчас тоже в недостаток запишем. Если кто знает, как она блокируется, мы причем посмотрели все иконки на клавиатуре, к сожалению, индикации блокировки клавиатуры вообще нет, поэтому, скорее всего, она вообще не блокируется никак. Так, меню теперь смотрим. Тоже похоже на Motorola оно. Так, что здесь у нас есть? Давайте общее тогда сначала. Вот FM радио я давайте вам покажу. Вот таким образом оно выглядит. Так, далее GPS, соответственно, мы можем его здесь выключить, включить, я его отключил. Проверять потребление будем без него, потому что я думаю, что немногим оно нужно, да и в помещении наверняка станция не примет координаты. Так, дальше, общее программирование радиостанции, ну то есть это относится к глобальным настройкам. Что здесь? Звуки, соответственно, голосовое подтверждение можно включить, выключить. Дальше с дисплеем можно задать яркость, режим подсветки и сбросить меню. Но мы здесь ничего трогать не будем, измерять будем именно потребление вот в таком режиме, который приходит с завода. Так, мощность, выбор, язык китайский или английский только. А вот, кстати, я нашел блокировку клавиатуры. Все-таки она здесь есть. Блокируется либо номеронабиратель, либо все полностью. И вот ее здесь только можно включить, выключить. То есть только через меню, похоже, а не быстрый доступ. Хотя сейчас посмотрим, когда определять будем функциональность, может быть можно вынести тогда блокировку куда-то сюда, на эти кнопки. Так что только через меню Keylog можно заблокировать. Так, режим Vox в ней есть, соответственно, здесь можно чувствительность включить-выключить и время срабатывания можно назначить. Усиление микрофона. Так, шаг сетки частот, смотрите, 6.25 есть, 5 кГц минимальная, 100 кГц максимальная. То есть в PMR она работать будет. TYT это ограничение времени работы на передачу. Режим сохранения энергии тоже трогать не будем. Он здесь либо включен, либо выключен. По умолчанию он включен, поэтому измерять будем именно с ним тогда. Ну и Work Mode это тоже интересная функция, которой вы часто будете пользоваться. Это включение либо отключение канала второго. Ну, то есть можно первый и второй канал отключить. Вот, допустим, смотрите, я сейчас выберу, что второй канал отключен, да, и, соответственно, у нас будет отображаться только одна частота. Так, это вот сюда мы. Давайте сначала тогда зайдем обратно, включим. Пусть будет 2. Так, дальше. Все это мы посмотрели, кроме программ. Тоже это нужное будет вам в работе, это меню, потому что здесь можно редактировать канал вручную и можно назначать кнопки. Ну давайте я вот посмотрю TK, SK1, SK2, ну то есть это вот аварийная кнопка TK, SK это, видимо, вот эта кнопка верхняя, и SK2 это нижняя кнопка. И каждой кнопке можно назначить по длительному нажатию и по короткому значение какое-то. Но давайте здесь вот по умолчанию мощность выбирается, да, пусть она остается. Посмотрим, что здесь вот, например, можно
выбрать. Это у нас на аналоговом канале здесь выбирался шумодав, его оставим, но давайте я пролистаю, что здесь может быть. Так, не назначено это включение аварийной сигнализации, отключение шумодава, выбор зоны вперед-назад, ну или вверх-вниз, сканирование, удаление шума или помехи на канале. Далее присвоение мощности, присвоение или назначение шумодава, обозначение домашнего канала, кнопка мониторинга и включение шумоподавителя, Talk-Around, это работа через ретранслятор, либо прямой режим. Так, small, почему small, а не smart? Тут должно быть Smart Call же, ну это кнопка быстрого вызова определенной группы в цифре. Одинокий работник, Vox и FM радио. Блокировки, как видите, нет, то есть блокируется станция только через клавиатуру. Вот такие значения. Давайте посмотрим еще по длительному нажатию, может быть они отличаются, но нет, все то же самое. Тот же список из 22 позиций. Так, теперь дальше переходим к редактированию канала. Во-первых, вы можете сразу отсюда редактировать либо А канал, либо Б канал, либо создать новый. Можете либо увидеть список каналов. Ну, давайте вот я VFO-A, да, посмотрю. Вы можете посмотреть информацию, какая сейчас у канала, либо сразу ее редактировать. Во-первых, Channel Type можете выбрать, то есть миксовый канал цифровой, либо аналоговый. Дальше частота приема. Блин, зря я сюда зашел, хотя пусть будет так. Так, частота приема, частота передачи. Если канал миксовый, то вы можете выбрать, как станция будет излучать, то есть по нажатию кнопки передачи, какой все-таки будет использоваться протокол, цифровой либо аналоговый. Это именно на миксовом канале. Так, Talk-Around, это прямой канал, либо через репитер, ограничение времени передачи и цифровые настройки здесь. И ниже аналоговые. Ну давайте сначала в цифровые. Color код, соответственно слот, дальше группу можете присвоить, я думаю, по умолчанию, в принципе, там, да, и она не назначена. Дальше можете выбрать какой-то групповой канал или контакт, либо индивидуальный контакт, либо общий. Я думаю, что тут контакт один как раз общий назначен с завода. И есть шифрование, да, на цифровых каналах. Но почему-то оно здесь не работает. Сейчас я чисто цифровой канал выберу и посмотрим тогда, выбирается здесь что-то через меню, а не только через программу. Так, разрешение на передачу либо всегда, либо только когда канал свободен. Так, прерывание передачи, вызов и все, да. Так, теперь в аналоговых, что есть в настройках, это субтона, конечно, на прием и на передачу. Здесь открытый шумодав, либо реакция на субтон. Здесь у нас исключение хлопания шумоподавителя при окончании передачи. Здесь опять же разрешение на передачу, всегда оно возможно, либо когда канал только свободен, и все. Так, давайте тогда сейчас еще я сразу посмотрю. Давайте на Б посмотрим. Я сейчас выберу канал чисто цифровой. И теперь посмотрим, что здесь у нас. Все равно, видите, шифрование, да, здесь не активна кнопка. Я вот ничего выбрать здесь не могу. То есть никакой ключ задать я не могу. И отключить, выключить его тоже не могу. Хотя канал сейчас стоит именно цифра на Б. Видимо, только через программу это назначается именно шифрование в цифре. Все, на этом по управлению, в принципе, я думаю, достаточно подробно вам все рассказал. Поэтому вопросов, думаю, не будет. Переходим к измерению мощности.
Так, измеряем выходную мощность. Прибор включен, аналоговый режим. Частота будет 145 ровно. Сейчас я вам покажу, что еще высокая мощность включена. 145. Так, смотрим теперь выходную мощность. Вся шкала 10 Вт. Риски снизу. Риски точнее сверху, цифры снизу. Нажимаю на передачу. Ну, зашкаливает. Так, на 30 Вт тогда переключаемся. Смотрим также. Прибор выключился. Так, смотрим. Ну, где-то 10,5, да, получается у нас. Да, 10,5 Вт. Теперь дальше на речном канале смотрим. Также мощность высокая. Нажимаю. Ну, здесь поменьше. Давайте на 10 Вт переключимся тогда. Так, 7,3. Ну, даже 7,2. Так, и 434. Мощность высокая, аналоговый режим. Смотрим. Так. 8,2. Так, теперь будем изучать токи потребления. Смотрите, на выключенной станции 196 микроампер станция потребляет. Это, конечно, многовато. Поэтому, если на длительное время будете оставлять, то лучше аккумулятор с нее снимать, с этой станции, иначе она у вас его высадит в ноль за какое-то время длительное. Так, включаю питание. Смотрим, 119 миллиампер она потребляет при включении. Еще раз напоминаю, что мы не стали никакие убирать, ну, не играться с временем подсветки, с яркостью дисплея, с режимом сохранения энергии. Это все заводские настройки. Сейчас стоит аналоговый канал и слежение за одним каналом. То есть на дисплее отображается только один канал. Смотрим, сколько она в этом режиме будет потреблять. Там режим сохранения энергии по умолчанию включен, да? Сейчас посмотрим. Так, я тогда... Ну да, вот видите, приемник отключается на некоторое время, потом опять активность его возвращается на место. Так, смотрим. Я сейчас тогда статистику сбрасываю. Явно уже включился режим сохранения энергии и подсветка дисплея отключена. Смотрим, сколько на 60 сэмплах будет потребление. Ну, то есть среднее. А average, то есть вот это значение смотрим. Так, смотрите, 60 сэмплов прошло, 82 миллиампера мы получили потребление, что достаточно многовато. Один канал. Теперь поставим цифру, будем то же самое проверять. Смотрите, теперь у нас цифровой канал 1 выбран, 100 сэмплов мы выждали, потребляет он здесь гораздо меньше, 62 миллиампера потребления. Это хорошо. Теперь проверим на двух каналах. Давайте поставим два аналоговых канала, посмотрим. Потому что я не думаю, что в цифре будет слежение за двумя каналами. Случай с аналоговыми каналами явно будет чаще. Так, вот смотрите, сразу два канала, два аналоговых. Из разных диапазонов я специально их взял. Смотрим сейчас, сколько будет потребление. Смотрите, как ни странно, при слежении за двумя аналоговыми каналами потребление минимальное. Ну, из всех вот этих трех вариантов. Что странно, я сейчас даже специально вернусь тогда на аналоговый режим снова, чтобы это проверить. Ну вот смотрите, вернулся я обратно на аналоговый канал. Один он сейчас выбран, да, то есть не слежение за двумя каналами. И действительно станция потребляет больше. Вот 65, когда режим сохранения энергии включается, 89 миллиампер она ест, когда один канал аналоговый. Ну то есть это максимальное потребление. И вот мы опять получаем
те же самые 81, там 82 миллиампера. Смотрите, не могли мы не проверить еще и два цифровых канала, тогда, если они включены, какое потребление будет. Вот смотрите, 70 сэмплов с лишним выждали, 60 ровно миллиампер. То есть получается, что самый экономичный режим, как ни странно, это два аналоговых канала. 59 миллиампер мы в дежурном режиме получаем. Так, проверяем потребление на максимальной громкости, аналоговый режим. Смотрим, сколько станция будет потреблять на максимуме. Ну и заодно режим сохранения энергии, как влияет, будут ли пропадать первые слова в приеме. Принимаем на радиостанцию Застом UV 008 123 45 67 8 9 10. Так, 207 миллиампер потребление у нас в аналоговом режиме. Так, давайте теперь мы будем смотреть, сколько станция потребляет в цикле 5590, ну в смысле, сколько она работает. Возьмем самый экономичный режим, тогда это два канала аналоговых с режимом сохранения энергии, ну то есть все по умолчанию. Смотрим, 59 миллиампер в этом режиме за двумя каналами, когда слежение, 207 миллиампер потребление на полной громкости, 2683 миллиампера это потребление на полной мощности, напоминаю, там больше 10 ватт она потребляет, ой, выходную мощность дает. И реальная емкость аккумулятора 2643 миллиампер час. В итоге мы получаем в цикле 5590 в аналоге 40,9 часа. Это два канала. Ну, в общем, не рекордсмен она по времени работы, но все же где-то в средних примерно значениях находится. Цифровые станции некоторые гораздо больше, конечно, потребляют. Все, переходим дальше. Так, проверяем чувствительность. 145 у нас стоит частота ровно. Так, шумодав, не на ту кнопку нажал, стоит у нас на первом уровне, то есть минимальный, да, порог. Смотрим. Так, 145 ровно. Увеличиваем амплитуду. Минус 127. Отличная чувствительность. Так, теперь 434 ровно. Здесь задаем 434 и амплитуду. Минус 125. Тоже отлично. Так, теперь давайте на канале речном 300 точнее, точка 2. Точка 2 мегагерца. Смотрим. FM модуляция, естественно. Да, здесь она уже похуже, конечно. Работает. Да, шумодав так на единичке и стоит, я проверил на всякий случай. Минус 104 dBm. Да, тут низковата чувствительность, конечно. Так, ну и на 255 550 проверим, давайте. 255 550.
минус 85, но тут совсем слабенько. То есть даже если вы программно ее откроете на широкий диапазон, то принимать она вне указанных с завода диапазонов будет плохо. То есть надо перестраивать еще и дополнительно ее, то есть изменять сами настройки фильтров входных, ну то есть приемник сам перенастраивать. Так, давайте теперь проверим избирательность по соседнему каналу именно на частоте 434, потому что эти частоты, конечно, в городе чаще используются. Так, смотрим, на 10 кГц мы отступили, с минус 125 dBm начинаем увеличивать помеху и смотрим, когда приемник откроется, от какого уровня сигнала помехи. Минус 93, то есть 7 и 25, 32 единицы при 10 килогерцах. Ну, в общем, неплохо. Так, теперь на 15 килогерц отступим и снова еще увеличиваем. При 15 килогерцах измеряем. То есть помеха отстоит на 15 килогерц от полезного канала, ну или от несущей канала. Здесь наверняка мы пройдем гораздо дальше. Все, мы достигли максимума, станция не открывается, то есть с избирательностью у нее все в порядке. Так, давайте смотреть качество приема и громкость динамика. Смотрите, кстати, здесь громкость никак на дисплее не отображается, то есть это чисто аналоговый регулятор. И смотреть текущую громкость можно только вот по этой риске. Так, поставили на максимум громкость, аналоговый режим, фиксируем максимальные тогда значения на шумомере и проверяем. Принимаем на радиостанцию Застон UV 008 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аналоговый режим. Передаем с радиостанции Застон UV 008 в аналоговом режиме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Передаем с радиостанции Застон UV 008 в цифровом режиме DMR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, давайте проверим штатные антенны, тогда которые идут в комплекте с Застоном. Это у нас короткая антенка. Смотрите, что мы получили. Неплохо она настроена, только не для конца диапазона. На 421 у нее минимальное КСВ. И оно здесь равно 1,741,7 сопротивления. Сейчас длинную на этот же диапазон проверим. Так, длинная антенна в 435 не годится, потому что, смотрите, у нее ниже 4 фактически КСВ не опускается. То есть это опасно даже для передатчика использовать такие антенны. То есть 3,9, 47,9 сопротивления. То есть лучше ее в 400 не применять. Сейчас ее смотрим на 136-170. Длинная антенна в диапазоне 135-175. Минимальный КСВ у нее только в начале, в самом диапазоне, где-то вот здесь вот он. Так, минимальная КСВ где-то на 136,5 приблизительно. 1,6 и 34 сопротивления. Но ее использовать можно на всем диапазоне частот, но эффективность на верхних частотах, вот начиная вот уже отсюда примерно, от 155 уже она себя не очень проявляет. На 166 тем более ее уже использовать неэффективно, почти 3 значения КСВ. Так, сейчас это уже получается короткую антенну в этом диапазоне на 2-метровом проверим. Так, короткая антенна 135-175, есть минимальный КСВ
у нее на частоте 143 примерно. 1,47, 44,4 сопротивления. Ну, то есть вот здесь она более-менее. В остальном до 155 еще, да нет, уже тоже ее нельзя применять до 155. Сейчас я скажу примерно докуда она, ну вот где-то до 148 она еще более-менее, 2,8. Ну и здесь она где-то до 138 примерно, 2,6. Ниже и выше этого диапазона лучше ее уже не применять. Так, ну что, давайте подводить итоги тогда по радиостанции Zaston UV-008. Все мы проверили. Недостатков получилось достаточно много тоже, но давайте вот с них тогда и начнем. Во-первых, нет амплитудной модуляции в авиадиапазоне, но в принципе его никто и не обещал, да, то есть станция открывается на эти частоты, но в амплитудной она и не должна, по идее, работать, как бы, ну, хотелось бы, да, для универсальности, но амплитудной модуляции здесь и нет. Далее, зарядка USB не работает, в смысле слот USB или порт USB не работает на зарядку, хотя хотелось бы это видеть, да, не постоянно с собой стакан не таскать, а хотелось бы иногда батарею заряжать и через USB порт. Клавиатура тоже. Зачем вынесли вот эти символьные обозначения сюда, да, ну то есть латиницу? Лучше бы они сделали доступ к функциям, потому что постоянно вот перебирать, я вот сейчас, ну сколько мы, 2 часа ролик точно снимали, и я заходил в меню, ну раз 100 точно, чтобы поменять какие-то параметры, то есть если бы был здесь доступ быстрый к каким-то основным функциям, то было бы гораздо быстрее это все. Далее, потребление, да, как ни странно, не то чтобы оно большое, оно просто нас удивило. Почему при слежении за 2 каналами станция потребляет меньше, чем при одном канале? Как-то все это, ну, непонятно, что за схемное решение такое. Должно быть все наоборот, но вот как есть, да. Самый экономичный режим получился аналоговый при слежении за 2 каналами. В среднее время работы 40,9 часа, это более-менее. Так, теперь следующий недостаток, чувствительность вне диапазона, то есть она очень серьезно падает при работе на речных каналах и на так называемых military UHF, да, ну, авиационный военный диапазон. 255 я имею в виду, например, частоту, если брать, тут уже минус 85 dBm чувствительность, то есть без каких-то дополнительных разборки самой станции и аппаратного изменения платы, ну или там элементов платы, да, катушек в том числе, приемлемой работы на частотах 255 и на 300 не добиться. То есть то, что заявлено, у нее диапазоны 100, ну, 2-метровый и 70-сантиметровый, здесь с чувствительностью проблем нет. Если выйти за пределы, то надо перенастраивать, естественно. Но, опять же, никто не обещал, да, там работать, поэтому к Застону здесь, наверное, претензий никаких. Просто здесь стоит чип такой, что позволяет расширить диапазон, но как бы Zaston не обещал там работать хорошо. Дальше, длинная антенна, вот эта вот безымянная, она и показала себя никак, соответственно, нет имени, нет и эффективности никакой, то есть вверху ее вообще нельзя использовать, внизу она еще кое-как, да, 1,6 на 136,5 показала, дальше тоже не очень эффективно, то есть антенна длинная, бесполезна в комплекте. Но и еще один недостаток, меня, честно сказать, расстроила работа в цифровом режиме. То есть здесь сделано на прием, когда станция в цифре работает, здесь заданы какие-то индивидуальные
группа какая-то индивидуальная приемная. Вот, например, в Хайтере, да, здесь идет общий прием, и, соответственно, какой бы ни передавали мы идентификатор, станция будет принимать в цифровом режиме. Здесь же она не принимает, то есть она показывает, что прием есть на этом канале, точнее передача, да, но шумоподавитель и динамик она открывать не хочет, потому что в приемной группе нет таких вот идентификаторов, которые передаются, вот, например, с этой станции. Наоборот, я говорю, она работает, Хайтера. Поэтому, раз они задумали универсальную станцию с прямым вводом частоты, ну сделайте вы сразу общий прием, да, чтобы она принимала все цифровые вызовы на данном канале, ну в смысле на активном канале. Здесь же сделано не так. Ну, этот вопрос можно решить, конечно, но без программного обеспечения вот эти RX-группы, они не меняются. Соответственно, нужно тогда устанавливать программное обеспечение, создавать там группу общую, потому что здесь какая-то группа создана, RX одна, но она никак здесь не редактируется, и выбирается либо она, либо вообще без группы. Без группы станция не открывается, с группой с этой, где указаны какие-то идентификаторы, тоже она не открывается, и их редактировать вручную нельзя. Поэтому вот так мы и не разобрались, без подключения к компьютеру принимать она в цифре не хочет. Так, теперь по поводу преимуществ. Влагозащита заявлена, проверять мы ее пока не стали, но в принципе я думаю, что здесь все нормально, потому что и на контактах аккумулятора, и здесь крышка аксессуарного разъема затягивается нормально. Пока, если бы станция себя отлично проявила, да, мы бы пошли глубже, то есть и разобрали станцию, и программное обеспечение бы поковыряли, но все-таки не очень. Она, во-первых, она в диапазоне в широком нормально не работает, да, если сейчас начать перестраивать, то она с этих уйдет диапазонов, да, то есть потеряет свои характеристики в 145-434, поэтому лазить в нее глубже мы смысла особо не видим. Ну и еще одно преимущество, ручной ввод DMR, но вот как видите, он тоже со своими нюансами, поэтому вот, ну, станция, в общем, задумка хорошая, но опять же продуманность и конструкция и управление здесь не доделана, поэтому, к сожалению, недостатков не больше, чем преимуществ все-таки оказалось. Но сколько я поставлю? Таких каких-то, опять же, явных у нее недостатков нет, потому что, ну, если брать заявленные характеристики и заявленные диапазоны частот, поэтому 4 балла мы и поставим, но для лаборатории мы все-таки будем искать решение другое. То есть нам надо, во-первых, чтобы была возможность гибкого ручного ввода DMR каналов, то есть все, чтобы редактировалось, не только таймслоты и колор-коды, но и приемные группы редактировались тогда, и создавались контакты на передачу, как индивидуальные, так и групповые. Потом нам нужен USB-порт для зарядки, чтобы постоянно не мельтешили вот эти стаканы где-то тоже в лаборатории. Ну и опять же широкий диапазон желателен, чтобы он был нормально, чтобы и в авиа была амплитудная модуляция, и чтобы во всем диапазоне была какая-то чувствительность приемлемая, а не так, как здесь. Все, на этом тогда закончим. У кого вопросы есть, задавайте их в комментариях. Это Vivo Telecom. Всего вам доброго, до свидания.